Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Аня и Настя дружили столько, сколько себя помнили. Они жили на одной лестничной площадке. Настя жила с бабушкой. Она воспитывала ее с 3 лет. У Ани были родители. С самого начала их дружбы, еще в раннем детстве, Настя завидовала Ане. Сначала из-за того, что у Ани были родители. Потом из-за игрушек. Настя настолько привыкла завидовать Ане, что ей не требовалось даже больших причин для этого. А еще больше всего ее раздражало, когда бабушка говорила ей: «Настенька, ну посмотри, как Аня учится. Она и в институт поступит. Подтяни учебу». «Нормально я учусь. И на институте свет клином не сошелся. Я поступлю в техникум». Бабушка спорить не стала. Она всю жизнь как могла тянула внучку, но оплатить ей учебу в институте точно не могла. Поэтому, как внучка решит, так и будет. После 9 класса Настя пошла в техникум, а Аня осталась в школе. Теперь девочки реже виделись, только иногда гуляли по выходным. В основном Настя гуляла в компании своих одногруппников. Бабушке очень не нравилась эта компания. Настя возвращалась домой часто очень поздно. Она рассказывала об этом Ане. Аня как могла говорила с подругой, но та только махала рукой. «Легко тебе говорить. У тебя учиться получалось всегда легко. Родители есть. Даже если на бюджет не поступишь, то они оплатят тебе обучение. А у меня что? Старая бабушка с ее пенсией? Надежда Николаевна не такая уж и старая. И я не рассчитываю на оплату от родителей, а только на свои силы». Тогда девушки поругались первый раз. Аня закончила 11 классов и поступила в институт в другом городе. Часто приезжать к родителям у нее не получалось, но она звонила. После окончания 1 курса она осталась в городе. Родители сами приехали к ней в гости. Тут тебе бабушка Надя гостинцев передала, и они достали ведерко с клубникой. «Как она? Как Настя?» «Ой, дочка, не спрашивай. Настя закончила техникум и практически не появляется дома. Чтобы пойти работать, даже не думает. А бабушка, Надежда Николаевна, чтобы отвлечься, все ездит к себе на дачу. Да и хоть какая-то прибавка к пенсии, сама понимаешь». Аня все понимала, и ей было так грустно и обидно за бабушку. Но сделать ничего она с этим не могла. Шли года. Аня хорошо училась в институте, и ее взяли на практику в юридическую фирму. А Насте и бабушке Наде она также узнавала. У Насти все складывалось не так хорошо. На работах она не задерживалась подолгу. Бабушка Надя старела на глазах. У нее так и не получалось направить ее в мирное русло. Постоянного парня у Насти тоже не было. Потом наступило перемирие в их семье. Бабушка не могла и нарадоваться. Настя не гуляла допоздна, ходила на работу и домой. Помогала бабушке по дому. Через несколько месяцев бабушка поняла причину такой перемены. У Насти появился животик, и скрывать о том, что она беременна, уже было невозможно. Об отце ребенка она ничего не говорила. «Ну не переживай, внучка, вырастем вместе, только ты будь хорошей мамой». И она была, но недолго. Пару месяцев она была примерной мамой для сынишки Ванюшки, а потом все вернулось. Бабушке было тяжело управляться с младенцем. Финансов тоже не хватало. Родители Ани помогали как могли. Сама Аня нашла группу волонтеров в социальных сетях, рассказала там о бабушке, и волонтеры приносили одежду для малыша, а иногда и продукты. Так у Ванюшки появилась коляска и своя кроватка. Пусть и старенькие, но теперь бабушке было проще гулять с малышом. А Насте не было слышно ничего уже несколько месяцев. «Мам, через неделю я приеду в гости, и не одна». «Анечка, неужели мы наконец-то увидим того, кто покорил твое сердце?» «Да, мам. А для Ванюшки что привезти?» «Смотри сама. Самое лучшее – это питание, но его ты и тут можешь купить. Надежда Николаевна будет очень рада тебя видеть». А Настя вернулась.
Вернулась, дочка. Но в этом ничего радостного нет. Приедешь и все сама увидишь. Аня попрощалась с мамой и присела на стул. «Милая, что загрустила?» «Дим, да я из-за Насти и бабушки Нади с Ванюшкой. Как жаль мне эту бабушку и малыша. Мы подумаем, чем им можно помочь. А сейчас думай о том, что у тебя завтра защита диплома». Действительно, завтра она защищала свой диплом, и после этого ее ждали уже на работе в той фирме, где проходила практику. С Димой она познакомилась там же. Он неделю только смотрел на нее, а потом решился и пригласил на свидание. Потом было еще одно. И вот через 2 месяца они уже стали жить вместе. А еще через месяц он сделал ей предложение. Как только она защитит диплом, и у Димы будет отпуск, они едут к родителям Ани. С Димиными родителями Аня уже была знакома, и они прекрасные, как и их сын. Сначала она испугалась немного, увидев, в каком большом доме они живут, и поняла, что у нее немного другой социальный статус. Но во время знакомства они ни разу на это не указали. Аня защитила диплом, они с Димой подготовили гостинцы для всех и поехали к ее родителям. Дома были все рады их видеть, а когда она прошла в комнату, то увидела за столом и бабушку Надю с младенцем. Отец Ани повел Диму на кухню. «Так, мы сейчас с тобой в магазин сходим, надо кое-что докупить». «Да мы все привезли, Григорий Иванович». «Нет, нам надо сходить». И он показал головой в сторону комнаты. Дима понял, что не столько требуется что-то купить, как просто оставить дома женщин одних. И они ушли. Аня присела рядом с бабушкой Надей. «Здравствуй, Анечка. Как ты выросла и похорошела. А я так рада вас видеть. Хорошо, что зашли в гости». Она улыбалась и разглядывала малыша на руках бабушки. «Надежда Николаевна, давайте я расскажу. Помнишь, дочка, я рассказывала тебе, что Настя вернулась. Но все не так гладко, как хотелось бы. Пришла она не одна, а привела еще с собой мужчину. Они закатывали пьянки и гулянки. Потом подняли руку на Надежду Николаевну и чуть не ударили малыша. Надежда Николаевна ходила в полицию, хотела, чтобы они помогли выгнать Настю с сожителем, но там развели руками. Настя и ее ребенок прописаны в квартире. Более того, у Насти там доля, а ее мужчина оказался официальным мужем. Но участковый пришел и провел беседу. После этого был огромный скандал, и ночью она выгнала Надежду Николаевну вместе с сыном из дома. Тогда они постучали к нам. Конечно, мы их приняли. А утром сходили в квартиру, и пока все спали после пьянки, забрали вещи бабушки и малыша. «Внучка», пряча глаза от стыда, сказала бабушка, «нам твою комнату отдали. Я понимаю, что ты с женихом думала там пожить. Я уйду сегодня к себе». «Даже не думайте», Аня аж вскочила с дивана. «Мы с Димой снимем номер в гостинице. Тем более, тут недалеко есть». Она тут же достала телефон и набрала жениху. «Дим, тут такое дело, нам надо номер снять. Ты только не подумай, что нас не рады видеть». «Дорогая, успокойся. Григорий Иванович все рассказал, и я только что оформил для нас номер. Я и не сомневался, что ты тоже придешь к такому решению. Разбирай пакеты пока. Мы скоро придем домой». Она положила трубку и улыбнулась. «Думаю, папе понравился Дима». И рассказала, что у них уже есть номер. Все повеселели и начали разбирать пакеты и накрывать на стол. Когда вернулись домой мужчины, уже все было готово, а Дима вручил букет еще и бабушке Наде. «Простите, я сначала не знал, что и вы тут будете, поэтому был только один букет». Вечер проходил отлично. Они много разговаривали, рассказывали случаи из жизни. «Наташ, хороший жених у Анечки. Смотри, как он на нее смотрит. Даже Ванюшка у него на руках перестал плакать. А дети еще как чувствуют людей».
Она была согласна с Надеждой Николаевной. Единственное, что ее огорчало, так это то, что дочка будет жить далеко. Они думали с Григорием продать квартиру и перебраться ближе к дочке, но они не могут бросить бабушку с малышом, а взять с собой тоже. Максимум по цене их квартиры там можно будет купить однокомнатную. И, может, если в тесноте, но не в обиде, можно, конечно, прожить, но как быть с документами малыша? Опеку над Ванечкой ни им, ни бабушке Наде никто не даст. А так они не смогут ни в садик мальчишку отдать, ни в школу. Да даже у педиатра возникнут вопросы. Вечер подходил к концу. Бабушка Надя пошла укладывать Ванечку. Мужчины помогали убирать со стола. Увидев, сколько посуды в раковине, Дима шепнул Ане на ухо: «Я знаю, что надо подарить твоим родителям», и показал на раковину. Аня улыбнулась и обняла жениха. «Так, молодежь, идите отдыхайте. Дальше я тут сама. Еще не хватало вам в гостях посуду намывать». Когда Дима и Аня выходили из подъезда, то столкнулись с Настей. «О, какие тут люди! Я смотрю, ты себе нашла красавчика!» Пьяным голосом проговорила Настя. «Настя, да как ты можешь поступать так со своей бабушкой и со своим сыном?» «Ой, а ты еще жизни меня поучи. Сама всю жизнь на всем готовом жила». «Да что за бред ты несешь? Я училась сама и поступила сама, и в люди выбиваюсь только благодаря труду, а ты...» Она хотела продолжить, но Дима остановил ее. «Не трать нервы. Пойдем». «Вот-вот, идите отсюда!» — вслед крикнула Настя. Чтобы вернуть невесте настроение, он предложил поехать погулять на набережную, ведь Аня так много рассказывала ему, как она любит там прогуливаться, и вода всегда придавала ей сил. Они гуляли и планировали свадьбу, шутили про количество гостей, что обязательно и бабушка Надя должна быть там, а для Ванюшки они на это время найдут няню. Тем более у них в офисе есть девушка, которая рассказывала о том, какая у нее прекрасная приходящая няня у детей. На следующее утро они поехали в магазин бытовой техники и приобрели посудомоечную машину. Сразу накупили к ней все, что необходимо. Взяли запас подгузников, каши и смеси для малыша, а также различные консервы и много всего еще. Когда они дома выставили это огромное количество пакетов, родители ахнули. «Ну куда вы столько всего? Мы ж не бедствуем. У нас еще сюрприз будет, чуть попозже. А пока там осталось что-то поесть». Через час грузчики занесли посудомоечную машину. Григорий Иванович с Димой установили ее, а Аня объясняла маме и бабушке, как ей пользоваться. «Мама, нам пора уезжать». «Но подожди, ты же говорила, что у Димы отпуск, и вы приедете на неделю». «Это так, но у нас появились неотложные дела». И она улыбнулась. «Позже все узнаете. А скоро мы еще приедем, как только все закончим». «Дим, ты точно уверен в этом?» — спросила Аня, когда они стояли у дома их родителей. «Да, и я знаю, что все получится». «Анечка, Дима, что вы стоите на пороге? Проходите, давайте. Мы думали, вы еще погостите у родителей Ани. Что-то случилось?» «Да, мам, кое-что случилось. Нам надо поговорить». Дима рассказал о том, что сейчас с родителями Ани живет бабушка-соседка с малышом. Елена не дала сыну договорить. «Я знаю решение этой проблемы. Думаю, папа будет не против». Виктор уже понимал, куда клонит жена. За столько лет брака ему не всегда для этого требовались слова. А она продолжила. «Вы же все равно к нам не переедете. Да, понимаю, что молодым неинтересно с нами жить. А вот пустых комнат у нас хватает. Так что предлагаю всех перевести к нам. С опекунством все решим. Связей у твоего отца хватает. И в этом доме так давно не было детского смеха. От вас же в ближайшие пару лет мы не дождемся. Видим, как вы заняты карьерой». Аня сидела и улыбалась. «Елена Павловна, вы просто... У меня нет слов». «А у меня есть.
Я очень рада, что наш сын нашел себе такую замечательную и добрую девушку. Виктор Иванович встал и вышел молча из комнаты, а потом вернулся с бокалами и бутылочкой шампанского. Такое надо отметить. Завтра же начнем решать юридические вопросы. Лишить Настю родительских прав было несложно. У нее не было постоянного места работы, и характеристики от соседей были не в ее пользу. Но она и не собиралась бороться за малыша. Она только злилась на бабушку, что та не помогает ей. Бабушка Надя, как и родители Ани, не понимали колких слов от Насти в свою сторону по поводу малыша и старались больше бывать на даче, чтобы не сталкиваться с ней лишний раз. Но сегодня им пришлось вернуться домой. Позвонила дочка и сказала быть в 7 вечером дома. Они сидели и переживали, что же такого случилось, что Аня срочно приезжает. И вот она приехала, но далеко не одна. Когда все перезнакомились, то Аня и Елена Павловна все рассказали. Сначала родители Ани даже немного обиделись, что за них все решили, но потом поняли, что так будет лучше для всех. Сегодня в гостиницу поехала бабушка Надя с Ванюшкой, а все остальные паковали вещи. Утром все были невыспавшиеся, но довольные проделанной работой. В обед уже загрузили машину, и вещи поехали в новый дом. А потом на электричке ехали все женщины, кроме бабушки. Надежда Николаевна и Ванюшка ехали в машине с мужчинами. Когда она увидела дом, в котором будет жить, то ахнула. Такие дома она видела только по телевизору, а их комната с Ванюшкой была великолепна. Еще ей сказали, что как Ванечка подрастет, то переедет в комнату Димы, а для молодых построят гостевой домик, отдельный на участке. Прошел год. Ванечка бегал по газону и пытался поймать бабочку с очком. Он рос крепким и счастливым мальчуганом. Женщины сидели в беседке и пили чай, а два Ивановича смотрели на достроенный гостевой домик и были очень довольны. «Гостей ждете?» – послышался голос Димы. Все обернулись. «Конечно, ждем. Тем более, вон, ваш домик готов». Все собрались на веранде. И это хорошо, что готов. Мы продали квартиру и решили купить дом. А пока поживем с вами. Тем более, Ане сейчас надо много дышать свежим воздухом. Он улыбнулся и погладил живот жены. Все поняли без лишних слов. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.